Для Дэниела детство пахло старой библиотекой его дедушки и мокрой шерстью. В их уютном доме в пригороде всегда царило оживление, но настоящая душа этого места воплотилась в огромном существе, которое появилось в семье, когда мальчику было всего 3 года. Ньюфаундленд по имени Люси была не просто собакой. Она была живой горой нежности. Ее шерсть была настолько густой и черной, что в сумерках она казалась огромной тенью, бесшумно скользящей по коридорам. Дэниел помнил, как он учился ходить, цепляясь за ее мощную холку. Люси никогда не ворчала, даже когда маленькие пальчики слишком сильно сжимали ее уши. Она лишь тяжело вздыхала, обдавая ребенка теплым дыханием с запахом печенья, и терпеливо ждала, пока он сделает свой следующий шаг. Они были неразлучны, вместе завтракали. Дэниел тайно делился с ней хлопьями. Вместе смотрели мультфильмы, и Люси всегда провожала его до самой калитки, когда пришло время идти в детский сад. Тот злополучный день в лесу начался слишком идеально. Золотистое осеннее солнце пробивалось сквозь кроны деревьев, а воздух был наполнен ароматом прелой листвы и хвои. Дэниел, которому тогда только исполнилось 4, чувствовал себя взрослым, потому что папа разрешил ему самому держать поводок. «Смотри, какая она послушная», — гордо говорил мальчик, пока Люси мерно вышагивала рядом, иногда останавливаясь, чтобы изучить интересную корягу. Все изменилось в 1 секунду. Громкий хлопок, резкий как выстрел, эхом разнесся по лесному каньону. Это мог быть звук лопнувшей шины на трассе за лесом или случайный выстрел браконьера, но для Люси это стал звук первобытного ужаса. Она не просто испугалась, она впала в состояние слепой паники. Огромная собака рванулась вперед с силой локомотива. Тонкий детский кулачок не смог удержать кожаную петлю. «Люси! Назад!» — закричал Дэниел, но черная тень уже скрылась в густом папоротнике. Поиски продолжались до глубокой ночи. Отец Дэниела обходил каждый овраг, волонтеры прочесывали чащу с фонарями, а на следующий день по всему району были развешаны 1000 объявлений. Но лес словно поглотил собаку. Каждую ночь Дэниел плакал в своей кровати, ощущая невыносимый холод там, где раньше на ковре всегда лежала теплая, сопящая Люси. Прошло 3 долгих месяца. Семья уже почти смирилась с потерей, когда однажды, возвращаясь из школы, Дэниел замер, как вкопанный. В тупиковом переулке за мусорными баками он увидел знакомый силуэт. Собака была грязной, ее шерсть свалялась в колтуны, в ней запутались колючки и сухие ветки. Но это была она. Однако радость воссоединения была омрачена странным чувством неправильности. Когда Люси вернулась домой, она вела себя так, будто видела этот дом впервые, хотя и знала всех членов семьи. Она стала тихой. Теперь она не спала на ковре у кровати Дэниела, а предпочитала лежать у самого порога, чутко прислушиваясь к звукам улицы. Иногда по ночам отец замечал, как она стоит у окна и смотрит в сторону темного леса, издавая едва слышный тоскливый скулёж. А потом начались побеги.
Люси научилась нажимать на ручку задней двери. Она исчезала на несколько часов, а возвращалась всегда со следами лесной земли на лапах. Семья списывала это на пережитый стресс и дикий опыт, не подозревая, какую тайну Люси хранит в глубине своего сердца. Она прожила с ними еще 6 лет, став мудрой и спокойной старушкой. Когда в возрасте 10 лет ее сердце остановилось, Дэниел чувствовал, что вместе с ней ушла часть его собственного детства. Прошло несколько месяцев после смерти Люси. Дэниел, ставший уже подростком, пытался привыкнуть к тишине в доме. В тот день он просто хотел выплеснуть энергию, пиная футбольный мяч во дворе. Мяч, ударившись о забор, улетел далеко на дорогу, спускавшуюся к лесной опушке. Когда Дэниел догнал мяч, он почувствовал, как по его спине пробежал холод. В 10 шагах от него стояла собака. Она была огромной, еще больше, чем его покойная Люси. Ее шерсть была более грубой, а в глазах читалась настороженность дикого зверя. Пес зарычал, низко, вибрирующе, обнажая мощные клыки. Дэниел, охваченный страхом и горечью от недавней утраты, не выдержал. Он вспомнил, как Люси защищала его, и сама мысль о том, что эта чужая собака угрожает ему на его же улице, привела его в ярость. «Уходи!» — закричал он, размахивая руками. «Пошла прочь, глупая собака! Тебе здесь не место!» Но пес не напал. Как только Дэниел закричал, собака вздрогнула. Ее рычание сменилось странным, почти человеческим стоном. Она медленно подошла ближе, опустила голову, а затем, к полному изумлению мальчика, рухнула на спину, подставляя беззащитный живот. Это был жест абсолютного подчинения и доверия. Дэниел замер. Он подошел ближе и протянул руку. Пес не шелохнулся, лишь прикрыл глаза. И в этот момент Дэниел увидел это. Маленькое белое пятнышко на груди, точно такое же, как у Люси, и те же самые золотистые искорки в глубине карих глаз. Его сердце пропустило удар. В ветеринарной клинике царила напряженная тишина. Родители Дэниела, все еще не верящие в происходящее, переглядывались, пока доктор Смит изучал результаты тестов. «Это похоже на сценарий для фильма», — наконец произнес врач, снимая очки. «Мы провели расширенный генетический анализ. Этот пес не просто похож на вашу Люси, он ее прямой потомок, сын». Дэниел почувствовал, как к горлу подкатил ком. Но как? Люси никогда не была беременна. По крайней мере, мы так думали. Врач вздохнул и сложил бумаги. Помните те 3 месяца, что она провела в лесу? Скорее всего, именно тогда природа взяла свое. Она вернулась к вам, когда щенки уже родились, или когда она поняла, что ей нужна помощь. Вероятно, она прятала помет в лесу. Те ее странные отлучки по ночам. Она ходила кормить тех, кого оставила в чаще. Этот пес — один из тех щенков. Он вырос диким, но, судя по всему, мать привела его к вашему дому еще в детстве, показала ему вас издалека. Он запомнил ваш запах. Он запомнил твой голос, Дэниел. Чтобы окончательно развеять сомнения, семья решила последовать за псом, которого Дэниел назвал Люси-младшей. Собака, теперь уже с гордо поднятой головой, вела их в самую глубь леса, туда, где когда-то потерялась ее мать. Они прошли через бурелом и вышли к огромному поваленному дубу, корни которого образовали подобие пещеры.
Внутри было сухо и тепло. Люси-младший вошел внутрь и лег на подстилку из мха. Там, среди корней, Дэниел нашел старый обрывок кожаного ремешка, тот самый поводок, который он не удержал много лет назад. Люси принесла его сюда, в свое лесное убежище, словно связующее звено между ее прошлой жизнью и ее дикими детьми. Стало ясно. Все эти годы, пока Люси жила в теплом доме, она разрывалась между двумя мирами. Она воспитала сына в лесу, передав ему самое ценное, что у нее было — память о любви к людям. Люси-младший долго привыкал к стенам дома. Первое время он вздрагивал от звука пылесоса и отказывался спать на мягких лежанках, предпочитая твердый пол у кровати Дэниела. Но любовь творит чудеса. Дикость постепенно уходила, уступая место той самой преданности, которой славилась его мать. Дэниел часто думал о том, что произошло бы, если бы он просто прогнал ту глупую собаку. Он понял, что верность — это не только черта характера, это наследие, которое может передаваться сквозь годы и расстояние. Теперь, когда они гуляют в лесу, Дэниел больше не боится отпускать поводок. Он знает, что Люси-младший всегда вернется. Ведь он прошел через весь лес и годы одиночества только для того, чтобы снова услышать голос своего человека. Эта история напоминает нам, что природа полна тайн, которые мы не всегда способны постичь. Но одно остается неизменным. Доброта и любовь никогда не пропадают бесследно. Они возвращаются к нам в самый неожиданный момент, иногда в образе огромного черного пса, который просто ждет, когда его погладят.